Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я хочу показать вам, как вязать вот такую красивую нежную воздушную паутинку из мохера. В данном случае у меня на шелке. Вы можете вязать из любого мохера, какой вам доступен. Значит, что я хочу сказать вам конкретно по этой модели. Значит, чем отличается моя паутинка от множества других, какие есть. Нюансы. Значит, наборный край. Вот такой красивый, аккуратный, который потом не нужно никак обрабатывать и ничем обвязывать. Он у меня набран болгарским зачином. Для того, чтобы очень гармонично сочеталась горловина и низ изделия, закрывала я изделие тоже способом болгарский зачин, который я покажу вам в этом мастер-классе. Точно так же у меня обработан низ рукавов. И прекрасно сочетается горловина, низ изделия и низ рукавов. Также изюминкой этой модели у меня регланная линия, которая вяжется не совсем обычно. Она состоит из 4 петель, вот такая красивая, аккуратная и не очень обычная регланная линия получается. Так, для того, чтобы она была вот такая именно прозрачная и воздушная, это я вязала паутинку на заказ, и именно клиентка сама захотела большую прозрачность, я вязала в одну ниточку и на спицах номер 6. Обычно я паутинки вяжу на 4,5, максимум 5, но здесь я вязала на спицах номер 6, и вот получилась вот такая вот красивая прозрачность. Так, вязала я эту паутинку на размер М. Сейчас я вам покажу параметры, которые у меня получились по замерам. Значит, длину я вяжу стандартную, как обычно я вяжу в джемперах. Это у меня 60 сантиметров получается длина. Сейчас покажу, померяю. Меряю от начала вот от плеча и вниз. Вот 60-61 сантиметр. И по ширине под руками на уровне рукавов на размер М у меня получилась ширина 52 сантиметра. Но вы учтите, что эти размеры уже у меня после проведенного ВТО. Я уже после того, как постирала изделие, высушила его в разложенном виде. После этого я еще его отпаривала утюгом с паром на невысокой температуре. И тогда очень красиво распушивается мохер и выравнивается все изделие и принимает первоначальную форму и необходимый размер. Значит, по пряже вязала я из итальянского мохера на шелке Soft Dream. Значит, состав 70% мохер, 30% шелк. По метражу 200 грамм в 25, 200 метров в 25 граммах. Значит, итоговый метраж на 100 грамм получается 800 метров. Как я уже сказала, вязала в одну нить. И расход у меня получился на вот этот размер М 80 грамм. То есть я покупала 4 моточка, у меня ушло полностью 3, и еще немножко ушло от 4-го мотка. Очень экономичный расход получается, а изделие получается очень струящееся, нежное, шелковистое и очень красивое. Его можно носить не только в теплый промежуток года, но его можно носить и в течение года. Если вы наденете на красивую блузу сверху, либо на белую рубашку, уже у вас получится очень стильный и симпатичный, красивый и неповторимый лук. Так что иметь такую паутинку желательно в гардеробе у каждой женщины она должна быть. Так, цвет
цвет я еще вам не сказала. Цвет это у меня голубой, он так и называется в палитре. Номер 4121 цвет. Так, и здесь на камеру не совсем он передается, он ускользает от камеры. На камере он больше, ближе к такому, к серо-голубому какому-то выцвевшему. На самом деле он красивее, он яркий и насыщенный, и вы можете реальный цвет увидеть в фотографиях перед мастер-классом. Мастер-класс будет разбит на две части. В первой части будет набор петель, распределение петель перед спинку рукава и регланные линии, и вывязывание ростка. В первой части также будет показано, как вязать регланную линию. И первая часть закончится тем, что вы будете самостоятельно довязывать до подмышек, до того момента, когда уже нужно будет отделять рукава от тела свитера. И вторая часть: довязывается изделие, закрывается низ и вяжутся рукава. Так, у кого из вас не совпадет размер с моим, то при изделии, которое вяжется регланом сверху, очень легко регулировать свой размер. Я там дальше тоже говорю, за счет длины регланной линии. Значит, чем короче регланная линия, тем уже изделие и меньше размер. Чем длиннее регланная линия, тем шире изделие и, соответственно, больше размер. Здесь вы регулируете самостоятельно, периодически примеряя на себя, и определяетесь с длиной регланной линии самостоятельно. Единственное, что если вы будете регулировать размер, то вам нужно будет учесть расход пряжи. Значит, и как я сказала, у меня на М ушло 80 грамм. Если вы будете вязать размер S, вам достаточно будет купить 3 моточка, и вам их хватит. А уже если вы будете вязать L, то вот 4 моточка вам будет достаточно. А если уже XL, XXL, то тогда 5 моточков. Но это в том случае, если вы будете вязать теми же спицами, которыми вяжу я, то есть шестеркой. Когда вы меняете номер спиц, то изменяется количество пряжи. Там я уже не могу вам подсказать точно. Ну вот, в принципе, я думаю, что никаких сложностей возникнуть не должно будет, потому что классический реглан, он вяжется не сложно, а очень просто. Росток, да, я еще может быть, не сказала, может нет. Как вы видите, изделие у меня это с ростком. Несмотря на то, что это паутинка, я решила именно в этой модели вывязать росток. Росток классический, и я показываю, как его вывязывать. Те, кто боятся как огня слова росток, не бойтесь, просто посмотрите мое видео, которое я прикреплю под этим, там, где я рассказываю вообще, что такое росток и зачем он вяжется, и принципы его вязания. Если вы просмотрите, то пугать он больше вас не будет. Вы сможете любое изделие вязать с классическим ростком, и никаких проблем у вас не возникнет. Ну, в принципе, у меня все. Значит, по основным моментам я вам рассказала. Вообще, конечно, это просто тактильное визуальное удовольствие вязать из такого мохера, имея в виду на шелке. Но, в принципе, из бюджетного на нейлоне тоже получается неплохо. Все, так что берем спицы, берем пряжу и начинаем вязать. Что нам понадобится для вязания джемпера? Я буду вязать из кид-мохера на шелке. Вот такой у меня кид-мохер. Значит, для девочек из Украины это Soft Dream. Для девочек из Украины я покупала в ярно пряже. Значит, 4 моточка я купила на джемпер размера М, я буду вязать. Так, вот это его состав: 70% мохер, 30% шелк, в 25 граммах, в районе 200 метров у него метраж получается. То есть на 100 грамм 800 метров получается. Вязать я буду в одну нитку. Значит, кому интересен именно этот цвет называется голубой.
41-21 цвет. Значит, также нам понадобится спицы номер 6 и спицы номер 5 для закрытия низа изделий и низа рукавов. И еще понадобится, значит, 8 маркеров, один из которых будет отличаться, чтобы начало ряда обозначать. Также, наверное, либо крючок, либо игла с широким ушком, чтобы прятать кончики ниток, ну и ножницы, чтобы нитки обрезать. В принципе, все, больше ничего не нужно будет, можно приступать к вязанию. Итак, внимание, значит, набор петель я буду делать способом болгарский зачин. У меня будет образовываться такая красивая цепочка, и дополнительно горловину никак обрабатывать не нужно будет. И один такой нюанс очень важный. Именно набор петель я буду осуществлять в 2 нити. То есть берем 2 ниточки, одну с одного моточка, другую с другого, и начинаем набор петель. Далее вязать будем в 1 нить. Значит, набираем необходимое количество петель плюс 1 для замыкания в круг. Кто не знает, как набирать способом болгарский зачин, я показываю. Первые 2 петли набираем, как обычно, классическим способом. 2. Дальше мы просто будем менять положение большого пальца. Сейчас он у нас под нитью, а теперь мы его вынимаем и вставляем с другой стороны. И теперь ниточка, которая дальше от нас находится, мы подхватываем. Дальше с указательного пальца подхватываем нить и вынимаем. Теперь следующую петлю мы вяжем обычным классическим способом. Снова меняем положение большого пальца и провязываем так, как предыдущую. Следующую снова классическим. И так мы будем чередовать. 1 петля набрана классическим способом, 2 петлю мы меняем положение большого пальца. И таким образом набираем необходимое количество петель плюс 1 для замыкания в круг. Не забывайте чередовать. Итак, меняю положение пальца, провязываю и снова классическим способом. Снова меняю положение пальца, провязываю и следующее классическим способом. Все, набирайте необходимое количество петель самостоятельно. Итак, набрали необходимое количество петель плюс 1 для замыкания в круг. В моем случае это 100 плюс 1, 101 петля. Теперь замыкаем в круг. С правой спицы я на левую переношу последнюю петлю. И та петля, которая была крайняя на левой спице, перебрасываю через перенесенную петлю. Вот так, как петелькой сверху набрасываю. И снова эту петлю крайнюю возвращаю на правую спицу. И теперь подтягиваем нить. Надеваем маркер, который будет обозначать начало ряда, который отличается от других. И все. И дальше мы с вами уже будем вязать в 1 нить. То есть вторую от моточка мы обрываем, обрезаем. И дальше у нас будет идти 1 моточек и 1 нить. И теперь в следующем установочном ряду мы с вами провязываем его просто лицевыми петлями, но одновременно будем расставлять маркеры, отделяя тем самым регланные линии, петли рукава, петли переда и петли спинки. Значит, я показываю, вот у меня схема, 100 петель, и вот сейчас мы будем с вами расставлять маркеры. Вот здесь вот у меня указано начало ряда, вот здесь я уже поставила маркер, который обозначает начало ряда. Дальше я провязываю 4 лицевые петли регланной линии, так как регланная линия у меня будет состоять из 4 петель. 2, 3, 4. В этом первом установочном ряду мы не делаем никаких прибавок, мы просто расставляем маркеры и разбиваем наше изделие на перед, спинку, рукава и регланные линии. Итак, первая регланная линия провязана. Дальше у меня идет 10 петель рукава. Я провязываю 10 петель лицевыми петлями.
1, 2, 3, 4. Первый ряд всегда немножко дольше провязывается. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, маркер. Дальше у нас снова идут 4 петли регланной линии. 4 лицевых провязываем. 1, 2, 3, 4. Снова надеваем маркер. И дальше идут петли спинки. В моем случае это 28 петель. Провязываем 28 лицевых петель. Итак, я провязала 28 петель спинки. Надеваю маркер. И дальше у меня 4 петли регланной линии. 1, 2, 3, 4. Надеваю маркер. Дальше 10 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркер. И последняя регланная линия, 4 петли. 1, 2, 3, 4. Маркер. И далее петли переда у меня 36 петель. Провязываем до конца ряда самостоятельно. Итак, установочный ряд у нас провязан, мы его не считаем и будем начинать сейчас вязать первый ряд нашего ростка и одновременно будем начинать делать прибавки вдоль всех линий реглана. Значит, это у нас маркер начала ряда, мы его перебрасываем и дальше вот эти 4 петли регланной линии мы сейчас будем их увеличивать, будем делать прибавки. Значит, как мы это будем делать? Значит, первые 2 петли нам нужно провязать за переднюю стенку вместе, вот таким образом лицевой, потом сделать накид и еще раз лицевой. Таким образом у нас из 2 петель получилось 3. А следующие 2 петли нам нужно провязать точно так же, только за заднюю стенку. Мы их должны развернуть и за заднюю стенку провязать лицевая, накид, лицевая. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас красиво располагались петли с наклоном вправо и с наклоном влево. Итак, прибавки сделаны. Теперь провязываем петли рукава лицевыми. Десять петель провязали. Если кто не понял, мы начали вязать вот отсюда, вот начало ряда у нас, вот отсюда, с регланных линий. Здесь мы сделали прибавки, дальше провязали петли рукава, дальше у нас снова идет регланная линия. Перебрасываем маркер и делаем то же самое. Вот у нас 2 петли. Первые мы их за переднюю стенку должны провязать вместе. 1 накид и 2 петля, увеличив на 1 петлю. Дальше эти 2 мы разворачиваем. И за задние стенки тоже вместе провязываем одновременно с накидом. 1 накид и 2 раз.
перебрасываем маркер. Дальше у нас идут петли спинки, мы их провязываем просто лицевыми до следующей регланной линии. Вот мы идем в эту сторону, провязываем петли спинки до следующей регланной линии. Так, я дошла до следующей регланной линии, перебрасываем маркер. Первые 2 петли провязываем за переднюю стенку с накидом. 1 накид и 2 петля. Переворачиваем в следующие 2 петли и за заднюю стенку тоже 1 петля, накид и 2 петля. Сделали прибавку, и теперь на втором рукаве мы с вами доходим до первой точки разворота поворотных рядов нашего ростка. Итак, нам нужно после регланной линии, после маркера, провязать 3 петли, вот отмечено 3 петли лицевыми. Итак, провязываем 1, 2, 3. И теперь разворачиваемся на изнаночную сторону, перебрасываем с левой спицы на правую последнюю петлю, и теперь рабочую нить заводим за изделие на обратную сторону. И у нас вот получилась вот такая двойная петля. И дальше мы изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. Так, провязали мы до маркера, и теперь смотрите, что мы с вами делаем. У нас регланная линия состоит из 4 петель, но в лицевом ряду мы с вами сделали прибавки, и теперь у нас образовалось здесь 6 петель. Так вот, мы центральные 4 петли будем оставлять на регланную линию, а крайние 2 петли мы будем выносить 1 петлю на сторону рукава, 2 петлю на сторону спинки там, или переда, где будет регланная линия. Итак, мы снимаем маркер и провязываем 1 петлю изнаночной, и теперь надеваем маркер и провязываем центральные 4 петли регланной линии тоже изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4. И последнюю петлю мы выносим на спинку. Таким образом, у нас за счет прибавок в регланных линиях будет увеличиваться ширина спинки, переда и рукавов, а сама регланная линия будет состоять из 4 петель. Все. Дальше мы изнаночными петлями самостоятельно провязываем все петли спинки и доходим до следующей регланной линии. Дошла до следующей регланной линии, снимаю маркер, провязываю 1 петлю изнаночной, надеваю маркер. Теперь 4 центральные петли регланной линии, 3, 4, и крайнюю снова выношу за пределы маркеров. Все. Так, я дошла до второго рукава, и теперь мне нужно тоже провязать 3 петли, но здесь мы вынесли 1 прибавку, ее мы провязываем и не считаем. Видите, я написала 3 плюс 1. Мы провязали ее и дальше провязываем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Это у нас вторая точка разворота. Мы разворачиваем изделие. Значит, девочки, для удобства, кто вяжет впервые или еще не уверенно вяжет росток, рисуем для себя схему. Я вот так покажу ее, вы можете заскринить. Рисуем для себя схемы и будем отмечать точки разворота. Мы с вами на этом рукаве прошли вот эту точку разворота, первые 3 петли. И здесь теперь мы прошли вот эту точку разворота. И снова развернулись на лицевой ряд. Так.
Развернули изделие на лицевой ряд. И теперь точно так же с левой спицы на правую переснимаем последнюю петлю, только теперь нить заводим вот наперед, вот таким образом. И вот у нас из одной петли образовалась вот такая двойная петля. И дальше вяжем нечетный лицевой ряд, где снова будем делать прибавки. Итак, перебрасываем маркер. И теперь смотрите, что у нас получается. Так как мы вяжем не круговым вязанием, а поворотным, у нас петли развернулись не в ту сторону, в какую нам необходимо. Нам первую пару нужно провязывать за переднюю стенку, поэтому мы их разворачиваем и за переднюю стенку провязываем лицевой, накид и еще раз лицевой. А вторая пара у нас уже стоит так, как положено, потому нам за заднюю нужно провязать. Поэтому провязываем лицевая, накид, лицевая. Вот обязательно обращайте внимание на то, как развернуты петли. Дальше провязываем самостоятельно все петли спинки лицевыми. В лицевом ряду провязываем лицевыми петлями. Провязала петли спинки, далее перебрасываем маркер и теперь меняем петельки, разворачиваем и за переднюю стенку провязываем лицевой, накид, лицевой. А эту пару провязываем так, как она уже у нас и есть, лицевой, накид лицевой за заднюю стенку. Перебрасываем маркер и дальше мы с вами вяжем до нашей двойной петли, где мы разворачивались. Лицевая, 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 и вот у нас двойная петля. Видите, вот на спице, вот она, двойная петелька. Ее мы провязываем следующим образом. Вводим спицу под обе стеночки и провязываем лицевой и хорошенько подтягиваем. Дальше у нас следующая точка разворота тоже через 3 петли. Поэтому провязываем еще 3 лицевые. В этом месте хорошенечко подтягиваем, чтобы не образовалось никаких отверстий. 1, 2, 3. Вот мы дошли до второй точки, для следующей точки разворота и отмечаем ее. Провязав 3 петли, разворачиваем наше изделие на изнаночную сторону. С левой спицы на правую переносим последнюю петельку и заводим рабочую нить на изнаночную сторону, назад. И у нас образовалась вот такая двойная петля. И дальше изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями. Не забываем про регланные линии, выносить крайние петли с одной и с другой стороны за пределы маркеров. Вот маркер снимаем, провязываем одну изнаночную, дальше провязываем 4 центральных петли регланной линии и последнюю петлю выносим тоже за пределы маркеров. Дальше провязываем все петли спинки изнаночными петлями. Провязав петли спинки, я дошла до следующей регланной линии. И теперь выношу первую петлю. Провязываю 4 центральных петли. И последнюю петлю тоже выношу за пределы маркеров. Так, теперь здесь мы тоже провязываем до двойной петли, где была у нас прошлая точка разворота. Вяжем одинарные петельки до тех пор, пока не дойдем до двойной петли. Вот она у нас двойная петелька, сейчас я вам покажу ее. Вот она у нас вот так выглядит, таким образом. И нам нужно провязать ее изнаночной, значит, перебрасываем нить вперед и с обратной стороны под обе стенки вот так вводим спицу
и провязываем изнаночной и хорошенько подтягиваем. И дальше у нас тоже нужно провязать 3 петли для того, чтобы снова развернуться. 1, и вот тут вот в этом месте подтягивайте, чтобы не было отверстий. 2, 3. 3 петли провязано, разворачиваемся, отмечаем точку разворота, и мы снова вышли с вами на лицевой ряд. Переносим крайнюю петлю с левой спицы на правую, заводим рабочую нить вперед, образовываем вот такую двойную петельку и продолжаем вязать теперь в лицевом ряду. Вяжем точно так же. В лицевом у нас будут идти прибавки. Довязываем до маркеров, до регланной линии. И теперь первые 2 петли разворачиваем и за переднюю стенку провязываем лицевой, накид, лицевой. И вторые 2 петли за заднюю стенку, лицевая, накид, лицевая. Петли спинки вяжем самостоятельно. Дошла до маркеров. Разворачиваю первые 2 петли регланной линии и провязываю лицевой, накид, лицевой. И вторые 2 петли за заднюю стенку, лицевая, накид, лицевая. И теперь мы вышли с вами на рукав и вяжем до двойной петли, до предыдущей точки разворота. Лицевыми провязываем, пока не дойдем до двойной петли. Вот она у меня двойная. Провязываю ее лицевой за передние стенки, подхватываю и провязываю лицевой петлей. И дальше у нас еще через 3 петли последняя точка разворота на рукавах. Итак, 1, 2, 3. Разворачиваюсь, перебрасываю крайнюю петлю и завожу за работу рабочую нить. И таким образом выхожу на изнаночный ряд. Отмечаю пройденную точку разворота. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно, изнаночными петлями. Не забываем просто оставлять в центре маркеров по 4 петли. Крайние петли выносим по обе стороны маркеров. Самостоятельно провязываем до следующей точки разворота. Так, вот я дошла до вот этого момента, где у нас была предыдущая точка разворота. Вот она у нас, двойная петля. И мне ее нужно провязать изнаночной. И я завяжу спицу под обе стенки с обратной стороны и провязываю изнаночной петлей. И подтягиваю. Дальше у нас последняя точка разворота на рукавах. 3 петли мне нужно провязать и развернуться. 1, 2, 3. И разворачиваемся. Отмечаем. Переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю и заводим петлю вперед, образуя двойную. Мы с вами на лицевом ряду. И теперь провязываем с вами лицевой ряд точно так же, как мы провязывали все время. Теперь делаем в лицевом ряду, мы делаем прибавки вдоль регланных линий. Не забудьте смотреть на то, как развернуты петли. Вот мы дошли до регланных линий, разворачиваем первую пару так, чтобы провязать ее за переднюю стенку, лицевая, накид, лицевая. Заднюю пару у нас стоит так, как положено, и мы провязываем за заднюю стенку, лицевая, накид, лицевая.
Дальше петли спинки провязываем самостоятельно. Дошла до вот этой регланной линии. Точно так же делаем прибавки. Разворачиваем первую пару. Лицевая, накид, лицевая за переднюю стенку. И вторую пару за заднюю стенку. Лицевая, накид, лицевая. Так, мы перешли с вами на рукав. И теперь провязываем до двойной петли. Вот она у нас двойная петля. За переднюю стенки под обе дужки вводим спицу и провязываем. Дальше провязываем оставшуюся петлю рукава, перебрасываем маркер, и следующая точка разворота у нас будет аж напереди. Вот. Поэтому мы сначала провязываем вот эту регланную линию, смотрим, как у нас развернуты здесь петли правильно. За переднюю стенку провязываем лицевая, накид, лицевая. Эти разворачиваем петли. И за заднюю стенку лицевая, накид, лицевая. Перебрасываем маркер и смотрим, здесь тоже через 3 петли у нас будет разворот. 1, 2, 3. Отмечаем точку разворота, разворачиваемся, переносим с левой спицы на правую и перетягиваем рабочую нить, образовывая двойную петлю. Все, изнаночный ряд провязываем самостоятельно. Не забываем оставлять в центре маркеров по 4 петли регланной линии и по одной из двух сторон выносить за пределы маркеров. Итак, провязываем с вами вот до следующей нашей точки разворота. Вот я дошла до последней точки разворота, которая была у нас на рукавах, вот до двойной петли. Провязываю ее изнаночной, точно так же с обратной стороны под обе дужки. Провязываю изнаночной. Дальше еще одну петлю рукава. Изнаночной. 4 средние петли. 1, 2, 3, 4. Так, выношу. И теперь мне нужно провязать с вами 3 петли для того, чтобы развернуться, но вот эту прибавочную петлю мы не считаем. Провязываем ее и теперь отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. И теперь разворачиваемся, отмечаем, переносим с левой спицы на правую, заводим рабочую нить вперед, образовываем двойную петлю и провязываем весь лицевой ряд точно так же, как мы провязывали все предыдущие. Не забываем делать прибавки и смотреть, как у нас развернуты петли. Провязываем самостоятельно
до следующей точки разворота. Вот до этой. Дошла до двойной петли, там, где разворачивалась в прошлый раз. Вот она, провязываю ее лицевой петлей. И дальше по схеме идет следующая точка разворота через 3 петли. Провязываю 3 лицевые петли. Отмечаю. И разворачиваюсь. Перебрасываю последнюю петлю, перетягиваю рабочую нить и выхожу на изнаночный ряд. Все, изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Не забывайте про петли между маркерами, чтобы оставалось по 4. И до следующей точки разворота довязываем. Дошла до двойной петли, до предыдущей точки разворота, провязываю ее изнаночной за обе стенки. И дальше снова у меня через 3 петли разворот. 1, 2, 3. Точнее, я не то показываю, это изнаночный ряд. Вот. Отмечаем, разворачиваемся, перебрасываем петлю на правую спицу и заводим вперед нить. Образовалась у нас двойная петля. Все, лицевой ряд провязываем с прибавками самостоятельно до следующей точки разворота, до вот этой. Дошла до двойной петли, провязываю за обе стенки лицевой. И дальше еще через 3 петли разворот. 1, 2, 3. Отмечаю. Разворачиваемся на изнаночный ряд. Перебрасываем петлю на правую спицу и заводим рабочую нить на изнанку. Все, изнаночный ряд вяжем самостоятельно, так же, как и все предыдущие ряды. Следим за количеством петель между маркерами. Итак, вот в изнаночном ряду я дошла до двойной петли, провязываю ее изнаночной. И дальше еще 3 петли и будет точка разворота. 1, 2, 3. Отмечаем. И осталось совсем немного. И росток будет связан. Развернулись, перебрасываем последнюю петлю, заводим рабочую нить вперед, образуем такую петелечку. И дальше вяжем лицевой ряд самостоятельно, так как мы вязали ранее, до вот этой точки. Не забываем, в лицевых рядах мы делаем с вами прибавки. Все, вяжем самостоятельно. Так, девочки, дошла в лицевом ряду до двойной петли, провязываю ее. И последняя у нас точка разворота идет, это 2 петелечки мы должны провязать. 1 и 2. И разворачиваемся, отмечаем. С этой стороны у нас уже все провязано. Переснимаем петлю и заводим рабочую нить назад. Все, вяжем изнаночный ряд самостоятельный до самой последней точки разворота. Не забывайте про регланные линии, контролировать средние 4 петли. Дошла до двойной изнаночной петли, провязываю вот ее за обе стенки. И последняя у нас точка разворота, это 2 петли провязываем изнаночной, отмечаем и разворачиваемся. Итак, поворотные ряды у нас закончились. Разворачиваемся на лицевой ряд. Точно так же переносим петлю, переводим, перетягиваем рабочую нить и выходим на лицевой ряд. И теперь мы с вами выходим на круговое вязание. Вяжем вот этот лицевой ряд весь самостоятельно, с прибавками, как положено, до
вот этих петель двойных. И дальше включимся и перейдем с вами уже на круговой ряд. Все, провязываем самостоятельно, делая прибавки в лицевом ряду. Вот я дошла до двойной петли, провязываю ее лицевой за обе стенки и дальше продолжаю вязание. До следующей двойной петли. Дальше я дошла вот до следующих двойных петель. Значит, вот это еще одинарная, а вот двойная идет дальше. Так вот, вместе с вот предыдущей одинарной петлей мы провязываем вот образовавшийся накид с той двойной нашей петли, вот таким образом, и подтягиваем. А следующую петлю мы провязываем отдельно уже, вот так. И дальше продолжаем по кругу. Таким образом мы с вами соединили наше круговое вязание и вышли на круговой ряд. И довязываем вот до начала ряда. Все, нечетный круговой ряд лицевой мы с вами провязали. Дальше у нас идет четный ряд, и мы его провязываем без прибавок, регулируя количество петель между маркерами. Итак, первую петлю мы выносим за маркеры, дальше провязываем 4 петли лицевые, 4 и выносим последнюю петлю тоже за маркер. Все, дальше идут у нас петли спинки, мы вяжем лицевыми петлями. И так провязываем весь этот четный ряд без прибавок, но регулируем количество петель между маркерами. Вяжем его самостоятельно. Все. Мы вышли с вами на круговые ряды, и теперь будем таким образом вязать до необходимой нам длины регланной линии. Вяжем по кругу, чередуя четные, нечетные и четные ряды. Прибавки делаем в нечетных рядах, четные ряды провязываем просто лицевой по рисунку и регулируем количество петель между маркерами. Единственный нюанс, что когда мы с вами вышли на круговой ряд, у нас снова начинают разворачиваться петельки таким образом, что вы должны смотреть. Значит, первые 2 петли теперь мы не будем разворачивать, они у нас так и стоят передней стенкой, и мы за нее и провязываем. А разворачивать теперь будем только задние, только следующую пару петель, вторую пару петель. Но это в том случае, если вы вяжете так, как я, бабушкиным способом. Если вы вяжете классическим способом, у вас будет все наоборот. Но это вы уже сами смотрите и регулируете. Значит, первая пара должна провязываться за передние стенки, вторая пара должна провязываться за задние стенки. Все, вяжем таким образом до необходимой длины регланной линии самостоятельно.